Привет, друзья! Все мы привыкли, что отпуск– это безопасно, комфортно и удобно. Однако не все туристические места на нашей планете предназначены для хорошего и комфортного отдыха. А в мире существует очень много достопримечательностей, посещение которых представляет собой определенную опасность для жизни. И именно за получением изрядной доли адреналина некоторые путешественники взбираются на высокие горы и опускаются на дно морей и океанов. С вами канал Top Smiles. И сегодня мы покажем вам 9 невероятно интересных мест, где, совершив одно неловкое движение или неуклюжий жест, турист может запросто распрощаться с жизнью. Поехали! Сеноты Юкатана, Мексика. Мексиканская часть полуострова Юкатан очень популярна среди дайверов, благодаря загадочным сенотам, карстовым воронкам, которые заполнены пресной водой и связаны с системой подземных тоннелей. Их на Юкатане тысячи, и лишь малая часть изучена и оборудована для посещения туристами. Древние майя использовали их в качестве колодца, а также для жертвоприношений. Они называли их вратами в царство мертвых. И были не так уж и неправы, ведь даже хорошо исследованные лабиринты могут быть опасны для аквалангистов, не говоря уже о тоннелях, не нанесенных на карту. Здесь дайверов ждут сразу несколько опасностей: темнота, ограниченные пространства, мешающая растительность и дезориентация, отсутствие четкого представления о конечной цели и продолжительности заплыва, и, как следствие, нехватка кислорода. Погружение в неисследованные сеноты – это всегда игра со смертью, но многие идут на это, чтобы почувствовать их особую атмосферу таинственности и умиротворенности. Увидеть потрясающие подземные гроты, колонны из сталактитов и сталагмитов, необычных рыб и роскошные подводные пейзажи, освещенные лучами солнца, которые падают сквозь отверстия этих природных колодцев. Рынок Меклонг, Таиланд. Если вы хотите увидеть один из самых необычных и опасных рынков планеты, обязательно отправляйтесь в Таиланд. Ведь именно здесь, всего в 70 километрах от Бангкока, в древней провинции Самут-Сангхрам, в одноименном городе находится рынок Меклонг. Попав сюда впервые, туристы зачастую удивляются, что же здесь особенного. Типичный шумный азиатский рынок, где торговцы активно предлагают тропические фрукты, овощи и мясо, ароматные специи и морепродукты. Однако, поближе присмотревшись, вы поймете, что ходите по железнодорожным рельсам. И самое интересное начинается тогда, когда приближается очередной железнодорожный состав. Железная дорога является действующей, так что за день продавцам приходится 7 раз оперативно складывать свои зонтики, снимать товар с рельсов и отступать, давая проехать поезду. Причем состав едет в непосредственной близости с лотками, на которых остаются фрукты, овощи и другие товары. Сами же тайцы называют Меклонг рынком складывающихся зонтиков. После прохождения состава, рынок возвращается к обычной жизни. И примечательно то, что это не продавцы вторглись на территорию железной дороги, а сами путя были положены через действующий рынок еще в 1905 году. В итоге власти города решили базар оставить, поэтому поезда, торговцы и покупатели стали близкими с соседями. Туристам советуют уточнять расписание поездов через рынок, чтобы успеть вовремя отойти с дороги в сторону. Хотя, впрочем, по поведению продавцов, которые начнут очень быстро складывать свои зонтики, вы сразу поймете, что пора дать дорогу составу. Пустыня Данакиль. Расположенная в Эфиопии, пользуется невероятной популярностью у туристов, хотя и является смертельно опасной, и одной из самых жарких и безжизненных в мире. Представляя собой огромную вулканическую пустошь, на территории которой земля практически плавится под ногами, ее главная особенность – это практически полное отсутствие кислорода, пригодного для дыхания. Поэтому воздух здесь выжженный и наполнен ядовитыми испарениями. Находиться без риска для жизни можно лишь в некоторых районах пустыни, и то непродолжительное время. Даже кратковременное пребывание в Данакиль может самым негативным образом сказаться на состоянии здоровья, из-за высокой концентрации паров серы. Температура воздуха редко опускается ниже отметки в плюс 50 градусов по Цельсию, а сама достопримечательность находится в вулканически активной местности, что также повышает опасность ее посещения. Пустыня занимает площадь порядка 100 тысяч квадратных километров, и путешественников в эти места привлекают уникальные марсианские пейзажи, которые формируют соляные отложения, а также озера из серной кислоты и нефти.
Возможность несколько минут полюбоваться таким пейзажем таит в себе огромную угрозу, ведь обжигающее солнце, знойный воздух, насыщенный парами серы и угроза вулканического извержения. Это лишь часть угроз, которые подстерегают путешественников в этом месте. Гора Вашингтон. В Соединенных Штатах Америки одной из самых известных и узнаваемых природных достопримечательностей является гора Вашингтон, расположенная в северо-восточной части страны. Ее высота всего лишь 1917 метров, что для опытных альпинистов покажется совершенно несерьезным показателем. Но на самом деле, даже нахождение в предгорных районах несет смертельную угрозу, не говоря уже о попытках покорить гору. А причина заключается в том, что эта гора является самым ветреным местом на планете. Погода здесь очень переменчивая, а ветер дует с огромной силой круглый год. Действующий рекорд скорости ветра был зафиксирован в 1934 году, когда скорость ветра в горном районе превысила 372 км в час. А находиться у подножия особенно опасно в зимний период, ведь в это время снежные бури здесь случаются практически каждый день. Здесь же и находится метеостанция, которая считается самой экстремальной на Земле и может выдержать порывы ветра до 500 км в час, а комплекс строений метеостанции нередко скрывается под толщей снега. Уже много лет гора Вашингтон остается во внимании туристов и фотографов, которых не пугают суровые климатические условия и рассказы о погибших здесь людях. Прогуляться по некоторым предгорным районам можно без риска для жизни, но только в сопровождении проводника. Королевская ванна смерти. Гавайи, США. Этот природный бассейн известен как Королевская ванна и был сформирован в скалах в результате вулканической активности на берегу Принцвилла на гавайском острове Кауай. Он заполнен кристально чистой водой с тропическими рыбами, и вы можете почувствовать себя в ванной для королевских персон, но немного похожей на аквариум. И кажется, все здесь восхитительно, и пейзаж, и кристально чистая вода, и даже воздух. Однако эта красота скрывает трезвый взгляд на вещи и лишает многих людей чувства самосохранения. Все дело кроется в неожиданно аномально больших волнах, и многие несчастные жертвы капризов природы были смыты в океан с берега. По пути в Королевскую ванну вы даже можете увидеть каменную плиту предупреждения, которая просит туристов не ходить по скалам, отделяющим купальню от океана. Ведь они очень скользкие, и вас запросто может смыть волной. Но все равно жертвами стихии становятся все новые и новые люди. Этот водоем опаснее всего зимой, в период высоких приливов. Тем не менее в летние месяцы, во время небольшого прибоя, вода в бассейне довольно спокойна и безопасна для купания. Озеро Натрон, Танзания. Глядя на многочисленные фото озера Натрон, сложно поверить, что их сделали на Земле. Оно покрыто толстой коркой соли, которая периодически окрашивается в разные оттенки розового и красного. Это результат жизнедеятельности микроорганизмов, которые здесь живут. Водоем довольно мелкий, глубина менее 3 метров, а ширина варьируется в зависимости от уровня воды. Имеет длину 57 километров и в ширину 22. Вода в нем по составу больше напоминает крепкий щелочной раствор с температурой около 50 градусов по Цельсию. Прикосновение к ней грозит туристу мгновенным химическим ожогом, а попавшие в нее и погибшие при этом животные медленно превращаются в соляные мумии. Если учесть резкий запах сероводорода, исходящий с поверхности, и характерную для Танзании жару, то становится понятным, что путешествие к озеру является испытанием для откровенных экстремалов. И таких, к сожалению, немало. А еще поразителен тот факт, что при всех своих характеристиках, водоем не безжизненный. Именно здесь гнездятся и кормятся сотни тысяч малых фламинго. До 75% всемирной популяции этого вида появляется на свет именно на этом озере. В воде живут водоросли, микроорганизмы и даже 2 вида рыб, а на окружающих Натрон территориях обитают зебры, страусы, газели и шакалы. Долина смерти, Камчатка, Россия. Это небольшой каньон на высоте 850 метров над уровнем моря, в районе слияния 3 истоков реки Гейзерной, у подножия вулкана Кихпиныч, протяженностью около 2 километров и шириной от 100 до 500 метров. Это поистине очень опасное место, ведь здесь гибнет все живое из-за высокой концентрации ядовитых газов, главным образом сероводорода, а также углекислого газа, сероуглерода и их производных.
Сам ядовитый газовый коктейль является уникальным и очень сложным по составу, поэтому в достаточной мере агрессивен и опасен. Все начинается весной, когда в долине тает снег и земля освобождается от защитного покрова. Тяжелый газовый плащ выдавливает атмосферный воздух на высоту до 50 см над грунтом, и тогда он представляет угрозу даже самым крупным хищникам. Первыми весной на проталинах в своеобразных снежных колодцах погибают мелкие воробьиные, затем спускающиеся к ним лисицы, позже привлеченные трупами росомахи и медведи, а из птиц – вороны и беркуты. Ее в 1975 году практически одновременно и независимо друг от друга обнаружили вулканологи Леонов и Дерягин. И хотя в долине смерти не зарегистрировано случаев тяжелого отравления или гибели людей, некоторые исследователи были на грани, сталкиваясь с оригинальным для их восприятия действием вулканических газов. Феноменально то, что трупы животных сохраняются необычайно долго, не разлагаясь. Это происходит по той причине, что в долине в условиях ядовитой атмосферы подавлена окислительная деятельность бактерий. Особенно много газа скапливается в пасмурную безветренную погоду, в пониженных участках рельефа, в своеобразных снежных промоинах и нишах. На открытых же продуваемых местах концентрация ядовитых газов практически не опасна. Сальстраумен, Норвегия. Водоворот Сальстраумен представляет собой самое мощное и завораживающее приливное течение в мире, находящееся в муниципалитете Будё, в графстве Норланд, Норвегия. Небольшой пролив, длиной около 3 километров и шириной в 150 метров, зажат между двух фьордов, соединенных большим красивым мостом. Водный поток несется со скоростью около 40 км в час, образуя глубокие 5-метровые воронки диаметром 12 метров. Это грандиозное природное явление повторяется каждые 6 часов. И лишь по примерным оценкам за такой период во фьорд поступает около 400 миллионов кубометров воды. Поверьте, это очень и очень много. Время от времени здесь проходят большие суда, но это случается только во время отлива, ведь мало кто рискнет плыть там, где вода несется с такой скоростью, да еще и закручивается в огромные вихри. Водоворот Сальстраумен является широко известной и популярной туристической достопримечательностью. В сезон его посещают около 200 тысяч человек, что делает этот район одним из самых посещаемых туристических мест Северной Европы. Кроме того, пролив является очень подходящим местом для рыбалки. Здесь обитают такие виды рыб, как палтус, треска и сайта. Еще в 1979 году над Сальстрауменом был построен мост, с которого очень удобно наблюдать за смертельно опасной воронкой. Местные жители каждый день контролируют состояние водоворота и сообщают о нем в ежедневных прогнозах погоды, чтобы обезопасить местных рыбаков и обычных туристов. Blue Hole, или Голубая дыра, Египет. Это вертикальная подводная пещера глубиной более 120 метров, окруженная самым красивым рифом Красного моря, и находящаяся в 15 километрах от египетского курорта Дахаб. В туристических путеводителях ее называют одним из лучших мест в мире для дайвинга, но в то же время, она печально известна как кладбище для дайверов. Ведь на дне этого карстового провала действительно покоятся тела смельчаков, которым Blue Hole так и не покорилась. Официальной статистики нет, но за последние 2 столетия здесь погибло около 150 человек. В их честь на одной из прибрежных скал был создан стихийный мемориал с именными табличками. Большинство несчастных случаев происходит тогда, когда недостаточно опытные ныряльщики выполняют погружение без специального снаряжения для технического дайвинга в злополучную арку, которая является длинным горизонтальным тоннелем, соединяющая пещеру с морем. Они погибают от азотного наркоза, дезориентации либо же истощения запаса воздуха во время всплытия. Поэтому к голубой дыре допускаются дайверы, имеющие опыт и высочайшую квалификацию. Красочный риф полон самых разных морских обитателей, от ярких рыб-попугаев до хищных барракуд и мурен. Но несмотря на подводную красоту, Blue Hole остается одной из опаснейших мест на планете для дайверов. Если понравилось видео, жми на лайк. Также буду очень благодарен всем, кто нажмет на колокольчик, так как вы первыми узнаете о новинках на канале. И спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи.